В эфире виртуальная студия Национального центра «Россия». Меня зовут Николь Плиева. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию подкастов, которые посвящаются Великой Победе. Победе нашим предкам, которые тогда победили для нас. 4 года каждый день они совершали подвиги для нашего с вами будущего. Подвиги на поле боя, подвиги в тылу. В нашей студии сегодня внучка Андрея Васильевича Хрулева, генерала армии, начальника Главного управления тыла Красной армии Ирина Юрьевна Хрулева. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Расскажите мне о победе. Победа, знаете, это такое было выстраданное счастье нашим народам, причем всем народам. Мы должны помнить о том, что победа добывалась не только на поле боя, она ковалась и в тылу, да, потому что никакая самая великолепная, самая патриотически настроенная армия не сможет сражаться эффективно и долго, а война продолжается эти страшные долгие почти 4 года, да, если не будет обеспечено всем необходимым, если бойцы, воины не будут накормлены, не будут одеты, если техника не будет заправлена горюче-смазочными материалами, если у нее не будет боекомплекта, если раненых не будут лечить, да, если не будут заниматься животными, которых тоже достаточно много было в нашей армии, то есть нужна ветеринарная серьезная служба и так далее. Это огромный комплекс задач, вопросов, которыми, собственно говоря, руководил Андрей Васильевич Хрулев во время Великой Отечественной войны. И от того, насколько эффективно решались все эти задачи, эти вопросы, во многом зависел, конечно, успех нашей армии. То есть у него очень интересная была функция. Он, по сути дела, занимался вот таким, ну, скажем так, соединением тыла нашего, огромного тыла, всей промышленности, сельского хозяйства, которое обеспечивало армию. И одновременно он должен был это все доставить в армию в нужное время, в нужное место, потому что, когда мы понимаем, что идут определенные, например, наступательные операции, когда формируется определенного рода кулак, да, например, под Сталинградом для контрнаступления. Вот мы знаем, что 19 ноября 1942 года начинается наступление нашей армии под Сталинградом. И вот для того, чтобы обеспечить это контрнаступление, вот представьте себе, было проложено совершенно 2 новые железнодорожные ветки для того, чтобы доставить все к линии фронта. А все, это кажется, я сейчас буду называть, например, там какие-то цифры, ну, они немножечко потеряются, там миллионы тонн и так далее. А представьте, чтобы обеспечить артподготовку вот этого первого дня, 19 ноября, который сейчас является днем артиллерии, потому что по немцам в один день было выпущено почти 700 тысяч снарядов. Только огнем можно ответить на эти чудовищные преступления. Огонь! Ну, опять же, какая-то абстрактная цифра. А если мы представим, что для того, чтобы доставить эти 700 тысяч снарядов к линии фронта, потребовалось 1400 вагонов. Вот представьте себе, да? 1400 вагонов для того, чтобы доставить только снаряды и только для одного дня контрнаступления. А доставлять-то надо было не только снаряды, и технику, и горюче-смазочные материалы, и бойцов, и все что угодно. Да? То есть масштабы этой войны, они, конечно, потрясают, если мы просто представим себе вот эту огромную протяженность фронта, огромные фронтов, да, огромные коммуникации. Армия наша, которая на заключительных этапах войны, это порядка 10 миллионов человек, которых нужно обеспечить всем необходимым. И самое удивительное, обычно работа тыла, ну, кажется, это немножко обидно, но это правильно, когда работа тыла незаметна.
вот во время Великой Отечественной войны, она как будто незаметна, она как будто, ну, скажем так, все собой происходит. И это самый правильный вариант, когда тыл работает как отлаженный механизм, когда нет сбоев. Мы когда вспоминаем о тыле, когда происходят сбои в обеспечении тем или иным, так сказать, вот, видом, там, снаряжения, довольствия, амуниции, боекомплекта, все что угодно. Да, вот, наверное, победа, она такая. Она очень многогранная, и об этой важной грани мы тоже не должны забывать, потому что я не так давно, так сказать, погрузилась сама в эту тему профессионально, я стала ходить в архивы, я стала смотреть документы этой эпохи, не только, так сказать, семейные какие-то реликвии, а именно вот отправилась в крупнейшие архивные наши коллекции, посвященные Великой Отечественной войне. Поверьте мне, тыл — это сотни тысяч, если не больше, документов, да, и ты видишь, что эта работа настолько необыкновенно сложная, потому что армию нужно обеспечить всем, и в этом нету мелочей в обеспечении армии. Вот. И наша армия победила немцев, на самом деле, вот не только на поле боя, но победила и с точки зрения снабжения, с точки зрения нашей экономики, с точки зрения логистики, потому что это же надо все продумать, как это все доставить вот к линии боевого соприкосновения. Позвольте, я немного расскажу о вашем дедушке, я подготовила небольшую справку. Андрей Васильевич Хрулев родился в сентябре 1892 года в Петербургской губернии. Мальчик из бедной крестьянской семьи в 11 лет отправился в город на заработки, где работал подмастерьем в ювелирной мастерской. На гражданскую войну ушел добровольцем. Уже после прошел обучение на военно-политических академических курсах высшего политсостава Красной армии и продолжил службу в войсках. Ему пророчили карьеру на поле боя, но Андрей Васильевич стал превосходным управленцем, специалистом сразу в нескольких областях – финансах, транспорте и тыловом обеспечении. Ведь без тыла нет армии, нет победы. Я знаю, что вашего дедушку называли «Великий труженик Победы». Почему? Ну, это знаменитый тост Сталина, который он произнес уже, так сказать, после Парада Победы, назвав его не только великим тружеником войны, но и подлинным полководцем. Это тоже очень важно, без которого и не было бы этой великой победы. Это вот, так сказать, цитата. Ну, все трудились во имя победы. Андрей Васильевич Хрулев здесь никоим образом не исключение, наверное, самая яркая иллюстрация тех усилий, которые прикладывала наша страна для этой победы. Но усилия прикладывать нужно было поистине титанические. Когда задумываешься, что люди во время Великой Отечественной войны, они работали без выходных, без отпусков. Они работали по 20 часов в сутки. Я просто знаю график работы Андрея Васильевича Хрулева. Он начинал свой день рабочий рано утром, часов в 7-8 утра. Дальше в районе где-то 9 вечера, если он не был на фронте в действующей армии, если он был в Москве, он обычно приходил домой для того, чтобы просто принять душ, переодеться. И очень важная такая семейная традиция была, если он, опять-таки, мог это сделать, пожелать спокойной ночи детям. Мой папа был самый младший ребенок в семье. Вот я знаю по его воспоминаниям, как дети ждали прихода отца. Да, действительно, у нас как-то почему-то в семье была традиция отправлять детей спать, и меня отправляли спать. Я сейчас просто об этом вспоминаю с удивлением. Неужели это такое было? Где-то вот, чуть позже 9, 9:30, до 10 точно, отправить детей спать. Ну и после этого он шел на ночной доклад к Сталину. У нас есть масса тому свидетельств, что Андрей Васильевич Хрулев в этом кабинете чаще всего бывал сильно за полночь, да, и проводил там часто, так сказать, мог проводить и довольно много времени. То есть рабочий график вообще полностью такой на износ. Вот. Иногда я слышу, когда у меня берут тоже интервью
интервью спрашивают: вот ваш дедушка достаточно часто бывал в кабинете Сталина, его приглашали. И я пытаюсь объяснить, что ведь он бывал не с дружеской беседой, да, не для того, чтобы, так сказать, попить чаю и поболтать. Перед ним ставились очень серьезные задачи, за которые он нес персональную ответственность головой, да. И мы понимаем, что прежде чем планировать любую воинскую операцию во время Великой Отечественной войны, любую, первый вопрос был к начальнику тыла: вы ее сможете обеспечить и в какие сроки? Потому что это бесполезно что-либо планировать, если тыл не сможет перебросить, опять же таки, вооружение, не сможет обеспечить, да, вот эту доставку до той же армии. Ну вот один из самых известных эпизодов, примеров этому, это когда перебрасывалась армия от Сталинграда к Курской дуге, и Сталин спросил напрямую, за сколько это можно сделать. Андрей Васильевич Хрулев был готов к этому вопросу, все было давным-давно просчитано, потому что это же все зависело от пропускной способности железных дорог, от того, сколько у нас в наличии было вагонов, провозов и так далее. И он назвал очень реалистичный срок — минимум 2 месяца. Сталину показалось, что это очень долго. Конечно, хотелось бы сильно быстрее. И, как всегда, ну, часто в таких ситуациях находятся люди, которые предлагают решить за 2 недели. Был предложен вариант наркомом Берии. Но он не смог ничего сделать. И к этому разговору через 2 недели вернулся к Сталину и сказал: ну что ж, перебрасывайте за 2 месяца, как вы обещали. И он это сделал. Точно по графику уходит на фронт эшелоны орудий, сделанных руками уральских пушкарей. Здесь, когда мы говорим вот об общении с верховным главнокомандующим, это общение, связанное действительно с очень-очень серьезными задачами, которые ставятся, и абсолютно личной персональной ответственностью за выполнение этих задач. В 1939 году Андрей Васильевич проявил себя в Советско-финской войне. Так ли это? Вы знаете, он только был назначен тогда на пост интенданта Красной Армии. Причем, когда его уже назначали на этот пост, он, скажем так, очень долго отказывался. И Сталин не мог спросил причины этого отказа. И уже тогда, в 1939 году, Хрулев объяснил, что он не сможет эффективно выполнять задачи, поскольку целый ряд вопросов тылового обеспечения армии, они были разрознены между разными ведомствами. И вот как раз понимая и уроки Советско-финской войны, проанализировав эти уроки, выявив все основные проблемы, трудности тылового обеспечения, в самом начале Великой Отечественной войны была проведена очень серьезная, очень масштабная структурная перестройка работы органов тыла. Причем Андрей Васильевич Хрулев в воспоминаниях пишет о том, что Сталин согласился на эту перестройку не потому, что был уверен в нашей правоте, а потому что понимал, что прежняя система не работает. И вот как раз во время Советско-финской войны она и показала свою, в общем, недостаточную эффективность в условиях уже современной войны, войны моторов, огромных армий и так далее. Другие задачи, нежели те, которые когда-то были во время, например, Первой мировой войны или Гражданской войны. И Андрей Васильевич Хрулев консультировался с очень серьезными специалистами тылового обеспечения, в том числе царской армии. Да, знаменитый, например, последний царский интендант Константин Горецкий. С ним Хрулев беседовал, консультировался. И Горецкий, в принципе, говорил, что тот план, который вот созрел в голове Хрулева по централизации всего тыла, всех различных направлений обеспечения, план кажется идеальным и правильным, но невыполним, потому что один человек не может вытянуть на себе вот все эти направления, все эти задачи.
Но война показала, что был такой человек, и он вытянул, да, наверное, ценой своего здоровья и так далее. Но в советской армии, в Красной армии был вот создан такой прецедент, который в тот момент не имел точно никаких аналогов в мире. Гиперцентрализованная система снабжения Красной армии. Но, с другой стороны, и на этом настаивал Хрулев, что только один человек должен отвечать за все, тогда понятно, ну, собственно говоря, кто в ответе, да? Потому что до начала Великой Отечественной войны целый ряд функций принадлежали, например, Генеральному штабу или Наркомату внутренних дел. И эти люди крайне неохотно, эти ведомства крайне неохотно прощались со своими вот этими полномочиями. Известно же, что вот как раз летом 1941 года был определенного рода, ну, если не конфликт, но такой спор Андрея Васильевича Хрулева с тогдашним начальником Генерального штаба Георгием Константиновичем Жуковым. Жукову не понравился этот план, потому что, например, военная служба сообщений, она передавалась от Генштаба тылу. Но к чести Георгия Константиновича нужно сказать, что он впоследствии отмечал, что был неправ, что он просто не до конца понимал вот те глобальные задачи, которые стояли перед системой материально-технического обеспечения во время войны. Ваш дедушка занимал еще очень важную должность, он был наркомом путей сообщений. И, опять же, полная реформа. Что в этой области он считал самым важным? К своему ужасу он стал еще и наркомом путей сообщения в самый критический момент войны. В конце марта 1942 года и оставался на этом посту 11 месяцев. И не потому, что его сняли с этого поста, а просто потому, что становилось понятно, что один человек это просто физически не может вытащить. Но если мы посмотрим на тот период, которым он руководит еще и наркоматом путей сообщения, у нас была и Сталинградская битва, да, у нас был и прорыв блокады Ленинграда, да. 1942 год — это очень критический год, очень страшный год. Поначалу кажется, что все складывается вообще, прям совсем не в нашу пользу. После, конечно, успеха битвы под Москвой, но дальше следует очень тяжелая, такая вязкая, необыкновенно кровопролитная Ржевская операция, да. Сталинград, вот чудовищно сложная операция, Ленинград в блокаде, и предпринимаются многочисленные усилия, и не получается на протяжении 1942 года прорвать эту блокаду. По-прежнему только возможность сообщения с Ленинградом через Ладожское озеро и так далее. И, конечно, с точки зрения некой логики, это правильно было. И об этом, так сказать, впоследствии и сам Хрулев писал, то, что его, как начальника тыла, еще сделали наркомом путей сообщения, потому что это огромный единый такой комплекс снабжения армии в том числе. Да? Но ведь он становится наркомом путей сообщения, и это написано в решении Государственного комитета обороны, для того, чтобы решить катастрофическую ситуацию с железными дорогами. Это не то, что он получает чудесный, так сказать, великолепно работающий такой организм железных дорог. Нет. В том-то и была проблема, что с начала 1942 года становится понятно, что железные дороги наши, они все в пробках, они не движутся. Почему это случилось? Да дело в том, что представьте себе, что происходило в 1941 году, в начале 1942 года. С одной стороны идет эвакуация промышленности, людей на восток, одновременно с востока на запад к действующей армии идут грузы, промышленные, народохозяйственные грузы, вооружения и так далее. И железнодорожники просто не справляются, потому что они немножечко не научены работать в условиях военного времени. Они героически, так сказать, выполняют свои обязанности, но нужен человек, который сможет вот это растащить ситуацию, потому что правильно расставит приоритеты в их работе. И с одной стороны. С другой стороны, и тоже я это сейчас понимаю, когда прочитала основные документы той эпохи,
Сталин во многом дает ему карт-бланш. Он дает ему такие полномочия, которые раньше не были у наркома путей сообщения, потому что понимает, что отрасль — это кровеносные сосуды всей экономики, это снабжение армии, а они, вот как бы мы сейчас сказали, в тромбах, да, они заблокированы. Что делать? И вот тут очень тоже интересно, я считаю, что это характеризует личность человека, как он подходит к решению задач и проблем. Ведь можно устроить такие карательные всякие меры, да, сказать, что «ах, вы не справляетесь, вот всех мы вас тут, я не знаю, что сделаем». Ну, страшно сделаем. В условиях военного времени это страшно на самом деле. А можно понять, что есть какие-то действительно глубинные проблемы. Нужно послушать внимательно эту отрасль, услышать людей, которые в ней работают, и попробовать, вот опять же таки, ее тоже переформатировать. И для меня очень показательно то, с чего начинает свою работу Андрей Васильевич Хрулев на посту наркома путей сообщения. Вы не поверите, что в условиях вот этого кризиса 1942 года он начинает с того, что поднимает жалование железнодорожникам. Он делает работу на железной дороге, ну, скажем так, более привлекательной с точки зрения все-таки продовольственного пайка, который тоже увеличивают железнодорожникам. Да? То есть это такое, знаете, очень человеческое отношение к людям. И это всегда откликалось. Вот. И, конечно, он справился вот с этим, опять же, грузом задач и проблем во многом потому, что он уже в тыле смог создать свою команду. Он об этом тоже пишет в своих воспоминаниях. Он смог, так сказать, он уже перенес свой основной кабинет в наркомат путей сообщения, но потому что знал, что в тыле оставлена команда, которая работает, которая, естественно, с ним была в постоянном контакте, но и точно так же в наркомате путей сообщения он создал такую команду. То есть как бы мы сейчас сказали, это такой антикризисный менеджмент, да, когда ты, так сказать, прокладываешь, вырабатываешь дорожную карту, как ее, так сказать, улучшить ситуацию, когда ты подбираешь людей на ключевые позиции. Один в поле не воин. И вот это как раз Хрулев очень хорошо понимал, что нужна команда, нужны люди. И, кстати, очень интересно, как он характеризует членов своей команды. От кого-то он отказывается, с кем-то он не может, не хочет работать. И вот самое удивительное, что для него важно, чтобы человек проявлял инициативу, не боялся мыслить нестандартно, не боялся совершить ошибку. Вот в тех страшных условиях не боялся совершить ошибку. Другое дело, что понимал бы, как ее исправить, да, и максимально быстро это делал. И вот весна 1945 года, долгожданная победа, но Берлин в развалинах, местные жители голодают, нужны кардинальные меры. И опять же генерал Хрулев придумает, вот как он это сделал, какие реформы он, возможно, провел. Он уже специальных реформ здесь не проводит. Дело в том, что мы, когда освобождали все крупнейшие города Европы, мы их все кормили, все лечили, будь то Будапешт, не знаю, Бухарест, София, Вена, Прага и так далее. Другое дело, что я люблю рассказывать, где был 9 мая 1945 года Андрей Васильевич Хрулев. Он рано утром вылетает в Берлин, вместе с Анастасием Ивановичем Микояном, который был членом Государственного комитета обороны и всю войну работал тоже рука об руку с Хрулевым. Он курировал по линии высшего партийного руководства как раз обеспечение армии. В аэропорту Берлина их встречает Георгий Константинович Жуков. У нас есть чудесная фотография, да, как Жуков встречает Хрулева и Микояна. И задача стоит действительно накормить жителей Берлина, среди которых очень много угнанных рабства граждан нашей страны, на самом деле, так называемых остробайтеров. Берлинцы поначалу прячутся по подвалам, они боятся выходить, потому что пропаганда Геббельса им рассказывала о том, что это армия, Красная армия, армия варваров, армия, ну, такая страшная орда, которая будет только убивать, насиловать, грабить и так далее. И вдруг они понимают, что Красная армия пришла их накормить, вылечить. У этой раненой девушки-бойца есть большой счет к немцам. Но Красная армия не мстит мирным жителям и не убивает женщин и детей. Она их кормит.
помочь восстановить водопровод, канализацию и так далее. И вот есть чудесное воспоминание начальника тыла Первого Белорусского фронта Николая Александровича Антипенко, генерал-лейтенанта. И он пишет, как сначала тонкой струйкой, а потом мощным потоком со всех немецких городов и земель потянулись. Кто на чем? Кто на велосипеде? Кто на какой-то телеге-повозке? Кто пешком? Кто, в общем, кто как. Потянулись в Берлин, потому что были опубликованы даже на немецком языке распоряжения, были определенного рода, скажем так, нормы снабжения. Они, поверьте, не очень плохие. То есть это не просто там вот, да, корочку хлеба. Это и количество сахара, и молока, и детям, обязательно детям, несовершеннолетним, стакан молока в день полагался, кофе, чай даже был предусмотрен. И вот когда мы попытаемся сравнить то, как относились немцы к населению, мирному населению. У Андрея Васильевича Хрулева немцы уничтожили его родную деревню, сожгли. Там, так сказать, погибли несколько его близких родственников, на фронтах сражались, многие члены его семьи, в том числе, погибли. Да? Он прекрасно, уж кто как не он, знал о всех зверствах, которые чинили немцы на территории нашей страны. И при этом быть такими милосердными. Знаете, вот это меня как раз поражает, это милосердие, что они не ожесточились, хотя имели на это все, любое право, да, ну, казалось бы, все даже библейские наши изречения, да, там, но нет. Совсем иное отношение к мирному населению. Да как мы относились на самом деле к пленным немцам. Опять-таки есть, и он за это тоже отвечал, за обеспечение, снабжение их продовольствием, в том числе и медикаментами и так далее. Они жили в нормальных условиях. У них не было, если мы посмотрим даже статистику, там не было какой-то страшной смертности среди военнопленных. И что творили немцы с нашими военнопленными и так далее. Так что, когда пытаются иногда вот в последние годы представить нашу армию как армию оккупантов, ну, не знаю, почитайте документы и посмотрите, как встречали нашу армию в подавляющем большинстве европейских государств. Просто забрасывали цветами, и, ну, это просто слезы счастья были, когда приходили русские солдаты-освободители. И вернемся в 20-е годы, когда молодой комиссар встретил красавицу Эсфирию, свою будущую жену. Расскажите про эту историю любви. Ну, историю любви я вряд ли смогу рассказать. Я не знаю всех подробностей. Знаю, что эта любовь была на всю жизнь. То есть, несмотря ни на какие, конечно, и сложности, и препоны, они до конца своих дней оставались вместе. И в этой семье всегда было много детей, не только своих, но они опекали и всевозможных многочисленных племянников, племянниц, детей своих сослуживцев и так далее. Семья была очень хлебосольная, очень открытая. И, конечно, немалую роль здесь играла бабушка моя, да, которая была очень вот щедрой, хлебосольной, доброй, очень эмоциональной, очень яркой. Я знаю, что я характер унаследовала от нее. Вот. Иногда, конечно, наверное, такая очень, так сказать, чрезмерная открытость, эмоциональность, наверное, вредит в жизни, но, с другой стороны, и привлекает людей к тебе. Вот. И очень много о ней сохранилось тоже воспоминаний. Там, например, ближайший друг семьи, наш знаменитый нобелевский лауреат Петр Леонидович Капица как раз пишет о том, вот, о просто атмосфере в семье Хрулевых. Или Александр Николаевич Бакулев, наш выдающийся хирург, тоже ближайший был друг семьи. Вот. И, конечно, вот это радушие хозяев всегда отмечали. И бабушка моя на самом-то деле была человеком с хорошим образованием. Она до войны преподавала и в военно-политической академии, и в Бауманском тогда вот высшем училище, высшем техническом училище. То есть
есть она была человеком, так сказать, вполне непростой домохозяйкой, я бы вот так сказала, да, вот, со своей жизненной позицией, со своими принципами, которые она могла слишком иногда эмоционально отстаивать. Но вот я считаю, что к чести Андрея Васильевича Хрулева, да, все-таки такую тоже сильную женщину рядом с собой может вытерпеть сильный мужчина, да, при этом в семье царствовала бабушка, да. У нее были определенного рода представления о том, как надо воспитывать детей. Очень по-доброму, я могу сказать. Когда я рассказываю, что меня, например, никогда в жизни не наказывали. В семье Хрулевых запрещено было наказывать детей. Вообще запрещено. Все мои знакомые говорят, ну, наверное, ты в детстве не хулиганила, не за что тебя было наказывать. Нет. Считалось, что с ребенком нужно разговаривать, его нужно, так сказать, попробовать убедить, естественно, собственным примером и так далее. Ну, никаких наказаний, уж тем более физических наказаний. Бабушка за это могла уничтожить тех, кто посмел наказать ее внуков и так далее. В этом плане тоже многие считали, что совершенно какая-то взбалмошная, эмоциональная, но она всегда стояла на страже, так сказать, интересов и своих детей, особенно внуков, да, поэтому и, конечно, огромное значение уделялось образованию. Вот мы как-то об этом мало задумываемся, но на самом-то деле эти люди, вот что Андрей Васильевич Хрулев, что Исфирь Самсоновна, его супруга, они же благодаря советской власти все-таки получили вот этот доступ к образованию. Вряд ли, особенно у Исфирь Самсоновны, был бы этот доступ к такому прекрасному образованию. Они необыкновенно ценили тот шанс, который им в жизни предоставился. И вот, собственно говоря, главное требование к детям, если оно и было, ну, были, конечно, требования, это учиться. Учиться. Все условия, всегда. Образование детей – это главный приоритет. Ради этого можно пожертвовать всем. У меня мама всегда смеялась, что подумаешь, там типа хотите поехать отдыхать в отпуск. Если это каким-то образом противоречит интересам детей и их образованию, значит, забудете об отпуске, будете заниматься детьми. Спасибо вам большое. Спасибо. В нашей студии была внучка генерала Советской армии, начальника Главного управления тыла Красной армии Ирина Юрьевна Хрулева. Я, Николь Плиева, напоминаю, что это проект Национального центра «Россия. Расскажите мне о победе». Увидимся.